Та-да-да-да. Восхитительные хачины. Весь вчерашний день нам пришлось просидеть наверху в Эдelsуп. Там из-за непогоды был жуткий шторм. Весь день лил дождь. Вот, ветер срывал там флажки, которые были развешаны по базе. Сейчас мы спустились из долины. Будем сейчас двигать в сторону поселка Азау. Заодно сделаем доброе дело для нашей науки. Скачаем данные с метеостанции автоматической, которая стоит на склонах Эльбруса. А пока наслаждаемся хачинами. Да. Здоровская машинка. Вообще, да. Доброе утро. Вот мы вчера вписались. Вот, сейчас надо пойти позавтракать и будем уже двигаться в сторону Эльбруса, подниматься к станции Гарабаши. Погода пока радует. Не знаю, насколько это продержится, но выглядит довольно неплохо. Мы находимся на станции Мир. Вот там вот за облаками вершины Эльбруса. Уже пешочком будем двигаться в сторону станции Гарабаши. В общем, жизнь здесь кипит. Туристов очень много. Можно сказать, даже аншлаг прям. У Васи очень сложная физиономия. Потому что Вася забыл одеть очки. Дебил. Сейчас одену. Вот добрались мы до станции Гарабаши. Вон ее видно, подъемничек. Кстати, открылся Эльбрус. Так более-менее вырисовывается уже как и западная, так и восточная вершина. Вот стоит метеостанция на камне, которую мы установили здесь с коллегами в июне. Вот, и каждые 2-3 недели надо к ней приходить, скачивать данные, чтобы не забивалась мы полностью память. Вот. Мы эту операцию уже проделали. Данные у нас. Сейчас мы будем двигаться в сторону приюта 11. Там вставать на ночлег. Надеюсь, нас не расколбасит. А расколбасить нас может. Еще как. Без комментариев. В общем, дела такие. Дошли мы где-то до приюта 11, высота 4100. Нашли местечко под лагерь, поставили палатку. Вот, там присоединились еще 2 девчонки, вот поставили рядом с Днепропетровска. Сели, попили чаю, все было отлично. Ну, какое-то место затянуло. Начался, короче, вот такой вот абзац. Вот, в принципе, стоянка наша. Мы увидели здесь чувака, который уже стоит с палаткой. В принципе, она хорошая. Есть близко ручеек с водой. Удобно палатку растянуть. Вот, даже какие-то заграждения от ветра построить. Но вот одно мы не сообразили. Тут рядом склад, короче, какого-то металла. И в какой-то момент все это дело начало очень сильно звенеть. Звенит железо, если кто-то не знает, когда воздух насыщается электричеством в преддверии грозы. Ну, Которая, собственно... да, вы все слышите сами. Вот, в принципе, у нас тут есть недалеко громотводы. Я думаю, палатка это не самая приятная цель для молнии. Так Но что... все равно лоханулись мы немножко. Но, тем не менее, я думаю, у нас все будет хорошо. Действительно, там куча железных штырей высоких торчит с разных сторон. Я думаю, молния выберет их, а не нас. Ну да, хочется надеяться. Вот, пока сидим, Пережидаем. да, метет страшно, замело вот буквально, там за сколько, за 15 минут намело уже такой приличный слой снега. Вот, собственно, видно эти штыри. Ну, в общем, да,
ждем. В любом случае у нас климатизация, надо сидеть, надо спать. Да, сегодня, я думаю, уже никуда не пойдем. Сегодня Конечно. проспимся на этой высоте. Завтра, наверное, пойдем, если погода не будет такой же. Пойдем гулять на Пастухи. Метров 600 вверх поднимем, 600 спустим, подышим. Посмотрим. О, доброе утро. Всю ночь нас, короче, штормило, просто пипец. Был адский ветер. Вот, валил снег. Сейчас все выглядит как-то так. Погода далека от идеальной. Вот. Мягко говоря, да. Вот. Но в принципе сейчас единственный фактор, который раздражает, это периодически сильные порывы ветра. Сейчас снег вроде не идет, солнышко даже периодически выходит. Ну вот, поэтому мы, наверное, сейчас позавтракаем. По-царски просто, да. И, наверное, пойдем гулять на скалу Пастухова. Посмотрим. Но ночь была тяжелой, конечно. Снег, что ли? Метет с боков. Народ, мне кажется, такое ощущение, что мы жили на свалке просто. Ну вот погода наконец-то улучшилась, вышли на акклиматизацию. С ним на скалах Пастухова встали 4700. Пришли вчетвером, а теперь тут такая международная тусовка. Днепропетровск, Иран, Москва, Зеленоград, да. Зеленоград. Все в сборе. А мы где? Ну да, все там, знаете, предлагался. Спускаемся с Пастухов. Почти дошли уже до палатки. Ну, что могу сказать? Из разряда капитана очевидно, что спускаться намного приятней, чем подниматься туда по такому сыпучему снегу. Несмотря на август, здесь все равно встречаются горнолыжники, сноубордисты. Вот одного мы парня встретили, он сейчас пошел тоже как раз наверх на скалу Пастухова. Сейчас будем обедать, наверное, и отдыхать. Ребят, нас не было в лагере несколько часов. Интересные приключения. Да. Да, снег брали. В общем, пытаются снять, короче, содрать денег за то, что мы поставили палатки вот на этой вот, не пойми чем вообще. Вот. У них 12 палаток, с них взяли 4. Да. За все палатки, за все дни. Насчет дней не знаю, я не знаю, сколько они здесь будут. Ну там, да, 300-400 получается. Мы посчитали, получается, если 4000 на 12 палаток поделить. Ну просто возникает вопрос, а за что? А как внизу на что? Не, ну это заброшенная штука. Если бы здесь были... Ну, походу, да. Ну да. Я просто понять не могу. Если бы здесь 150 с палатки. были огороженные места под палатки там. Тут просто, да, какой-то срач. Вообще бардак. Не, ну внизу там 150 рублей с палатку. Там есть душ, вода, туалет. На бочках? Ну, не, просто просто внизу вообще. Я говорю, я не говорю про бочки. Внизу в Тесполе? Да, ну, как бы, Ну там кемпинги, типа, да. ну, в кемпинге ты стоишь, оставил свои вещи. Тут ты не оставишь свои вещи. В общем, ребят, ничего неизменно. Мы сходили. Василий валяется. Ну да, мы сходили наверх сегодня на 4700 примерно с лишним.
Потом, как рассказывал Дэн, до нас докопались. Да, нас докопались, вот, и на самом деле выяснилось, что действительно, да, это чел, он администратор приюта, который здесь стоит неподалеку, и типа вот эта стройка, это тоже его земля. Ну, с нас взяли такую небольшую денежку за стоянку, в принципе, ну, не так все плохо. Вот, сейчас вечер, и что, опять гроза. Ничего особо не видно, мне кажется. Все то же самое. В общем, Ничего да, особо не видно. сидим в палатке, отлеживаемся, отсиживаемся, отпаиваемся чайком. Гремит. Да, завтра день отдыха. Может, Вот. чутка погуляем вниз. И, возможно, там уже судя по самочувствию, послезавтра, получается, в ночь будем штурмовать. Время около 2 часов ночи, 19 августа. Готовимся к штурму. Короче, как-то так. GoPro-шка села совсем в конце. Вот. Мы сейчас находимся на свердловине Эльбруса между западной и восточной вершинами. За сколько мы где-то? 5200, 5300 где-то так. Ну вот, по пути снимать на самом деле не было ни желания, ни возможности, потому что очень холодно, очень лютый ветер, вот, лететь на самом деле тяжело. Вот. В общем, высота чувствуется достаточно сильно. Сейчас сидим, небольшая передышка, уже последний взлет туда вот. Сюда. Ну вот, как мы могли догадаться, закончилось наше восхождение на Эльбрус. Да, к сожалению, вся техника оказалась разряжена, вот, поэтому снимать много чего не удалось. Вот, сейчас мы находимся в Азау, вот, мы с Василием сейчас будем стопить до Джана непосредственно, чтобы забрать свои вещи. Вот, Едем в Крым, наконец-то. Да, в сторону Крыма, и заодно прощаемся с девчонками, которые составили нам компанию, Завтра. которые завтра, да, едут вообще в Грузию, в Казбек, желаем им удачи. Топчик. Удачи вам. Удачи на Казбеке. Да. Ладно, не будем вам мешать. Давайте. Вам спасибо. Счастливо. Пишите, звоните, будете в Москве, это самое, сразу. Будете в Украине, мы вас не убьем. Спасибо. Василий застопил. Опять впервые за очень долгое время видим ровную вообще поверхность. Дискотека на трассе. Никогда еще не ездил на подобных машинах пассажирам. Я обычно всегда вот здесь вот лежал. Не прошло и 10 лет, короче. Нашел?